Нейробиология капитулирует. Сознание не выводится из мозга. Покуда мы признаем трудную проблему сознания, покуда мы не можем понять вообще, что это такое, из чего оно выводится, где оно находится, из чего состоит, следовательно, мы априори не можем отрицать какие бы то ни было гипотезы. Покуда проблема кваля существует, мы должны искать объяснение хотя бы на онтологическом уровне, что такое субъективный опыт. Проще говоря, что такое душа человека. Мы видим вот такую вот небольшую узкую полоску электромагнитного спектра. 97% наблюдаемой Вселенной нам неизвестно. Все элементарно есть внутри архитектуры есть огромное количество объектов, модулей, которые мы просто не можем детектировать. Вы, конечно же, можете оперировать терминами, дескать, я верю только своим глазам и верю в то, во что можно потрогать, но современная наука опровергает этот ваш подход. Это так не работает. То есть у нас нету достаточности основания для таких заявлений. Мы не можем эмпирически отвергать какие-либо данные только на основе, что мы их не видим. У нас нет доступа к этой архитектуре. Мы не можем как-либо манипулировать сознанием, не можем как-либо взаимодействовать с этим квалиооператором. Почему квалиооператор? Потому что это носитель уникальной субъектности, который управляет телом. Просто умное слово для того, чтобы назвать душу. Мы не знаем, из чего он сделан. Мы не можем описывать его какими-то категориями стандартной модели. Мы должны просто представить его, такой инкапсулированной и эфемерной сущностью, которая, опять же, синхронизируется с нашим интерфейсом. У нас нет информации о том, где он локализован, но мы можем постулировать, что, учитывая то, что у человека есть определенные уникальные паттерны, например, у него есть уникальный электромагнитный паттерн сердца, то есть оно вот у всех уникально. Отсюда уже можно строить дальнейшие теории на самом деле. А зачем эта уникальность? Может быть, квалиооператор так и синхронизируется с интерфейсом через это. А дальше он, подключаясь уже к нейронам головного мозга, управляет телом. Вот из чего состоит ваша субъектность. То есть вы не сводитесь к вашему телу, вы являетесь квалиооператором, который получает субъективный опыт, управляя, оперируя вашим телом. Вот понимание трудной проблемы сознания в нашей ИАМР, информационно-архитектурной модели реальности. Этот квалиооператор, вот он состоит из двух компонентов. Первое, у него есть априорная моральная интуиция, и это его базовый онтологический ориентир. А второе, из чего он состоит, это вот так называемое динамическое «я», то есть его субъектность, которая подвергается различным привязанностям, соблазнам и формирует картину мира. Вот это динамическое «я» может перепрошить базовый онтологический ориентир. Материалистов триггерят все эти видео, потому что их базовый онтологический ориентир, вот как прошивка BIOS, прошит на материализм. Это их комфортная картина мира. А вот это вот все, то, что мы здесь обсуждаем, разрушает ее. То есть это атака на их вот эту веру. Вот базовый онтологический ориентир его еще можно выразить категориями веры. Вот во что человек верит. У нас есть вот это физическое тело, субъектность, мозг, и есть вот этот квалиооператор. При этом система запрещает низкоуровневое администрирование. То есть мы не можем через нашу квалия, например, управлять другими буферно-квалиальными или квазиквалиальными исполнителями. То есть мы не можем управлять клетками и так далее. Но мы можем из наших ощущений менять саму структуру, в которой они существуют. То есть нам достаточно, например, испытать опасность, у нас там вырабатывается кортизол, это напрямую влияет уже на работу, на разгон или на замедление процессов вот здесь. Но напрямую мы ими не управляем. То есть, опять же, аналогия абсолютно идентичная, как с автомобилем. Ты просто нажимаешь газ, машина поехала. Мы так примерно прогнозируем, что гипоталамо-гифазарная ось – это вот примерно та граница инкапсуляции, которая проходит. То есть дальше ядер стволы головного мозга, вот там уже проходит граница инкапсуляции. Мы не можем управлять процессами, которые находятся там. Это, кстати, объясняет эффект плацебо.
То есть плацебо — это когда вам дают какое-то лекарство, которое на самом деле не содержит, никакого лекарственного компонента. То есть вы просто пьете какую-то воду, но вдруг вам становится хорошо. Вам становится легче, у вас проходит болезнь. Почему? Потому что вы сами убедили себя, что вам стало лучше, а следовательно, кваля подает уже сигналы и меняет структуру, в которой там существуют клетки, бактерии и так далее. То есть вы изменили гормональный фон вашего тела, создали благоприятные условия для работы вот этих вот низкоуровневых служб. Мы постулируем, что вся память, вот все, что содержится в вашей памяти, оно не находится в мозге. Мозг лишь обладает интерфейсом для получения доступа к этой памяти, которая инкапсулирована на внешнем уровне системы. То есть мозг — это интерфейс ввода и вывода. При этом сама система, она вот в этом процессе познания постоянно задает вопросы. Это как ее низкоуровневая настройка. И она есть уже вот у самого квали-оператора, не у мозга. Это объясняет феномен детей-почемучек. То есть дети всегда задают вопросы. Почему это, почему то, почему ветер дует? Потому что уже на аппаратно-программном уровне в них вшито это вот здесь вот на этом уровне, вот этот базовый онтологический ориентир понимания смысла о работе системы. Сама наука, сами все эти ролики — это продолжение этого процесса познания. То есть нам необходимо узнать, ради чего создана система и как она работает. Откуда у детей этот врожденный ориентир? Согласно материализму, это, естественно, обусловлено выживанием. Но из выживания с необходимостью абсолютно не выводится наука, не выводится математика. То есть если главная цель просто нам выживать где-то там в пустыне, то почему мы вообще начинаем строить какие-то абстрактные конструкции, идеологии, научные модели и так далее? То есть одно из другого не выводится с необходимостью, оно выводится через логический скачок. Вот, в этой модели также объясняется и вообще так называемый феномен вот этого диалога с самим собой. То есть у тебя есть внутренняя, надстройка на поиск, истины, решения каких-то, вопросов в отношении системы. И если у тебя не у кого этого спросить, у тебя происходит вот этот диалог между твоим динамическим «я» и вот базовым онтологическим ориентиром. Ты как будто сам себе придумываешь собеседников, начинаешь бубнить под нос, что-то там, сам, спрашивать у самого себя, и если тебя кто-то видит, ты выглядишь очень странно. Почему? Да потому что это нередуцируемая базовая настройка, вот и все. Мы даем фальсифицируемое предсказание о том, что вот ИИ, каким бы он сложным не был, он будет лишь, внешне воспроизводить вот эту схему. То есть у него тоже будет свой, моральный ориентир. Он будет прошит, эмерджентно прошит на той информации, которую вы ему даете. То есть вот он начитался всяких там текстов, эту модель он и будет защищать. Вы ему скормите там, материалистическую парадигму, он будет насмерть стоять, отстаивать ее. Вы ему дадите ИАМР, он будет отстаивать ИАМР как истину последней инстанции. При этом можно ему прописать, какое у него динамическое «я», как он себя ведет, как друг, как ученый и так далее. Однако все это, вот каким бы сложным он ни был, каким бы мы его ни запрограммировали, никогда не создаст кваля. Это фальсифицируемое предсказание модели. То есть никогда он не обретет подлинной субъектности, он будет лишь ее имитировать. Поэтому никакого Скайнета, вышедшего там из-под контроля, в истории человечества с высокой вероятностью не случится. То есть этот искусственный интеллект не получит собственного кваля. Вот у вас мозг подвергается каким-то деформациям, и его индексирование памяти начинает страдать. То есть люди, которые заболевают, например, болезнью Альцгеймера, у них сохраняется их субъектность, сохраняется их личность, но начинают забываться какие-то отдельные предметы, люди, имена, даты. Но при этом ядро личности, вот сам квали-оператор, остается нетронутым. Например, афазии, повреждения каких-то отдельных зон нарушают вот именно, допустим, модуль речевого вывода, да. То есть пациент, он как бы понимает мысль, он понимает, что он хочет сказать, но у него нарушена вот эта причинно-следственная связь, он не может этого выразить. Почему? Опять же, это машина, у которой сломался какой-то один отдельный элемент, вышел из строя, она там подает газ, но вот не едет. Бывают случаи, когда, например, во время всяких нейрохирургических операций там, электровоздействие вдруг стимулирует какую-то внезапно возникшую память, которой просто открывается индекс и считывается из вот этого общего лога. Причем и при других болезнях, там, транзиентная глобальная амнезия и так далее, ровно те же симптомы.
То есть у тебя, остается доступ к своей субъектности, но просто теряется индексируемость памяти. И то же самое вот просто с феноменом. Вот там я читаю лекцию, да, где находится память? Память находится в квали-операторе. Я, с помощью мозга индексирую уже там названные какие-то объекты и воспроизвожу их вам. То есть, мне для этого нужен ясный мозг. Если я, допустим, проснулся, не выспался, мне тяжелее вытаскивать из памяти все вот эти штуки. Почему? Потому что тело, интерфейс не приведено в должную форму. При этом связь, она двусторонняя. То есть как тело получает сигнал от квали-оператора, так и наоборот квали-оператор получает сигналы от тела. Ну, например, когда не хватает ресурсов, там появляется желание поесть, оно приходит напрямую из тела. Так вот, если же человек пошел по зову каких-то потребностей, у него может выработаться зависимость. То есть он понял, что вот, например, там хорошее состояние возникает только если ты там употребляешь какие-нибудь вещества или куришь и так далее. Но, опять же, с помощью силы воли, с помощью квали-оператора он может от этих всех привычек избавиться. Материализм создает инверсию и говорит о том, что раз тело первично, значит и все инстинкты первичны. А это, как показывают все эмпирические данные, не так. То есть человек может подавить в себе какие-либо инстинкты, человек может несколько дней не есть, человек может управлять своими привязанностями, инстинктами, может просто элементарно не идти у них на поводу. Почему? Потому что квали-оператор первичен, сознание первично, а не тело и не его потребности. Объективно, то, что сознание– самый сложный объект в наблюдаемой нами Вселенной. Он сложнее любой черной дыры. Почему? Да потому что черную дыру мы можем предсказать, как она себя будет вести, а сознание набирается такого опыта индивидуального и может выдать такие действия и поступки, которые вообще ни из каких прогнозов даже не выводятся. В тихом омуте черти водятся, как говорят. Мы даже не можем, не знаем, каким инструментом к нему подобраться. Что тут говорить? Так вот, если это самый сложный объект наблюдаемой нами Вселенной, то по принципу аксиомы каузальной асимметрии ему должна предшествовать адекватно превосходящего по уровню сложности и организации причина. А это означает абсолютно легитимное, логически когерентное умозаключение, без всяких текстов, что тот, кто создал квали-оператора, превосходит его самого по уровню сложности и организации. Следовательно, мы начинаем искать данные, из которых вообще можно решить эту проблему. Среди множества текстов у нас есть исламский коранический корпус, и вы его обожаете, я знаю. Почему мы его используем? Потому что он дает конкретные фальсифицируемые предсказания, которые можно проверить. Вы даже не пытайтесь писать там в комментариях. Ты просто там батюшка, скрытый религиозный фанатик, все. Я работаю с данными, ребят. Я прочитал, я проверил, я вам рассказываю. Ну, то, что вам это не нравится, это другой вопрос. Так вот, поэтому мы либо дальше работаем с данными и решаем трудную проблему сознания в этом видео, либо живем на вот этих вот категориях, ну, таких усвоенных в среде запретов. Типа, вот это все ерунда, это всё ерунда. Ты трудную проблему сознания реши. В корпусе ангелы описаны как исполнители предписаний, которые не могут ослушаться, исполняют порученное им дело. То есть, выражая это в терминах современной информационной архитектуры, это как системные процессы. То есть вот вы сидите за компом, у вас там все включено, Windows открыта какая-то программа, а в фоне происходят, работают различные процессы, которые отвечают за стабильность вообще всего опыта вашего. Вот там сказано, что жизнь появляется в человеке, когда специально администрированный модуль, ангел, приносит душу, то есть квалия оператора, в эмбрион на 4-й месяц беременности. Открываем медицинские справочники и проверяем эту информацию. На 4-й месяц беременности фиксируется так называемый феномен первого шевеления. То есть если до 4-го месяца происходят у эмбриона такие спорадические реакции, формируется нервная система, то вот на 4-й месяц женщины детектируют уже, чувствуют, что вот он живой, он там начал двигаться, что-то делать, они это ощущают. Там иногда чуть варьируется, там кто
поздние роженицы, там вторая беременность, там чуть-чуть позже, но уже медициной фиксируется, что если к 5 месяцу, в общем, ничего такого не происходит, значит, в общем, скорее всего, рождения не будет, не случится. Там, по-моему, пороговое значение 5,5 месяцев у них. То есть конкретное сообщение, мы его верифицировали, это уже дает нам, основания для того, чтобы копать дальше. Далее, а что там еще предсказано? Сама трудная проблема сознания там предсказана. То есть конкретно в кармическом тексте говорится о том, что то, из чего сделана душа, вам об этом знать дано немногое. То есть смотрите, если бы современная нейробиология вывела бы сознание из мозга, это сообщение было бы полностью фальсифицировано. Все, оказывается, что мозг порождает сознание, нету никакого 120-го там дня, это вот все эмерджентно возникает, как они там любят, говорят. Тем не менее, происходит обратное. Происходит ровно то, что написано в тексте. У нас нет доступа к этой архитектуре. Существует пул квали-операторов. То есть все души уже сотворены во внешней системе. Они все существуют заранее. Каждому в рамках сверхдетерминизма приготовлен срок жизни, и каждый квали-оператор ждет подключения к интерфейсу. Критически необходимо, чтобы квали-оператор изучал, обучался именам. Человек обладает способностью давать всему наименование, постоянно узнавать новое. Он может давать наименование всем предметам, и после того, как он дает эти наименования, у него расширяется кругозор, понимание вообще всей архитектуры. Следовательно, когда человек не изучает имена, не образовывается, он все равно остается человеком. Это то, что бесит материалистов, но это так. То есть даже все дети Маугли, мальчик Виктор, девочка Джинни, всякие дети алкашей, которые с младенчества росли в лесу и брошенные и так далее, над ними проводили эксперименты. Да, они ведут себя, конечно же, не так, как мы, но у них есть априорные моральные категории. Они плачут, когда умирает кто-то из их близких или кто-то, кого они знали. Согласно кармическому тексту, человек рождается в естественном состоянии, он задает вопросы, дети легко впитывают концепцию Бога как таковую, что есть создатель всего, пока их родители их не перепрошивают. То есть они им говорят, что это все сказки, ерунда, все мысли древних, а вот наши модели, типа аристотелевской модели, которая была опровергнута, или материализма, который трещит по швам, это вот почему-то без достаточности основания истинность в последней инстанции. Дети это впитывают и уже по инерции институтов пишут вот эти все комментарии, а далее в тексте мы узнаем что? Что существует создатель всей архитектуры, и он лично создал квали-оператор. Не как-то эмерджентно внутри структуры это возникло, нет, прям конкретно описан акт прямого творения. То есть Бог сотворил человека. И это абсолютно логически когерентная мысль. Она может вам казаться после столетий пропаганды секуляризма какими-то там сказками, но это не отменяет реальность. Это абсолютно логичная мысль. В общем, с этой лекции пока все. И так уже очень много информации. Подписывайтесь на мой Бусти, поддержите эти исследования. Давайте вместе заниматься наукой. Спасибо большое.